Новые подписчики попадают на шапку канала, поэтому подписывайся и открывай свои подписки. Итак, здорово! Сейчас на зарубежном ютубе очень много начало сниматься роликов о том, что Инстаграм умер, о том, что он не любит фотографов, что он превращается в ТикТок, и отчасти это все правда, безусловно. Люди приводят в пример как хорошую соцсеть для именно фотографов Веро. Вера — это такая соцсеть, которая появилась довольно давно, но становится популярной только сейчас. И я бы сказал, что в принципе как соцсеть она хороша. Я ею попользовался примерно месяц и думаю, что я могу высказать свое мнение на этот счет. Давайте пройдемся сначала по плюсам Веро над Инстаграмом. Первый плюс — это то, что как раз-таки это Веро, оно не сжимает фотографии. Оно, безусловно, да, оно сжимает фотографии, когда ты листаешь их в ленте, просто чтобы они быстрее загружались. Иначе, если бы оно полностью не сжимало, то они бы грузились просто максимально долго. Но ты можешь кликнуть на фотографию, она откроется у тебя на full экран, и ты сможешь разглядеть ее без сжатия. Это просто охренительно. Потому что я очень часто замечал, как у себя, так и у других блогеров в Инстаграме, то, что ты берешь, тыкаешь на фоточку, то есть ты не можешь ее открыть. Ты начинаешь приближать, и качество настолько портится. Просто Инстаграм шакалит картинку максимально. Просто чтобы оно быстрее загружалось. Конечно, безусловно, что в Инстаграме оно загружается быстрее, но как бы и качество иногда хочется посмотреть нормально, а не такое убогое. Второй плюс, который я хотел бы выделить, это то, что фотки можно выкладывать без какого-либо ограничения по соотношению сторон. Соотношение сторон действительно, прямо вот я как только пришел в Инстаграм, я максимально долго не хотел приходить в эту соцсеть, просто потому что мне не нравилось то, что она меня ограничивает в любом случае. Либо в качестве, либо в aspect ratio, ну, то бишь в соотношении сторон. И меня это просто раздражало максимально. Я за это до сих пор Инстаграм ненавижу, а вот в Веро эта функция спокойно, ну, то есть ты можешь загружать как в один пост, причем. В Инстаграме ты не можешь загрузить в один пост фотку вертикальную и горизонтальную так, чтобы они не обрезались. В Веро ты можешь загружать хоть вертикальные фотографии, хоть горизонтальные, все будет чики-пуки. Это, безусловно, это еще один огромный плюс над Инстаграмом. Еще люди говорят, что у Веро нету никаких алгоритмов. И, в принципе, отчасти это даже заметно, потому что действительно, ты когда заходишь вот в новый, я не знаю, как эта функция называется, но, короче, в Инстаграме ты нажимаешь на лупу, и, в принципе, тут ты тоже нажимаешь на лупу. Вот, давайте без шуток. В Инстаграме мне очень нравится то, что можно просто листать, даже ничего не думая, просто пролистывать эти посты без какой-либо мыслительной активности. И ты будешь встречать новых там фотошоперов, новых артистов в принципе. В Веро так не получится. Тебе надо сначала зайти в эту лупу, потом промотать вниз, найти хэштег фотографии, и только потом ты сможешь посмотреть на фотографии. Как это работает? Ну, это работает просто убого. Вера не позиционирует себя как соцсеть для фотографов. Почему-то ей это приписывают все. Я так не считаю. Я бы ее назвал это просто обычной соцсетью, потому что ты можешь туда постить музыку, ты можешь туда постить видео, ты можешь туда постить книги, которые ты прочитал, ну, в смысле отзывы на все это. Вера безумно удобная соцсеть в том плане, что я вот посмотрел какую-то анимеху, мне она там безумно понравилась, и я хочу с ней, ею поделиться там с друзьями, с подписчиками, с прочими людьми. В Инстаграме для, там, допустим, обычных людей ты создаешь один аккаунт открытый, для там своих, так сказать, да, для своих, ты создаешь закрытый аккаунт, приватный. В Веро это делать не обязательно. Ты можешь зайти просто, как-то зарегаться, и когда ты делаешь пост, то ты можешь выбрать, кому он будет показываться. Это как спонсорство на Ютубе. Ты берешь, просто выбираешь уровень, так сказать, кому ты хочешь показывать. Близким друзьям, знакомым, подписчикам, и еще какой-то там есть, я уже не помню какой уровень. Это охренительно удобно, и, ну, на самом деле, это безумно просто, как Инстаграм до этого не додумался, я до сих пор не понимаю. Что я говорил насчет, вот, приводил пример с аниме, да? Я могу запостить
анимеху, просто вписать ее в поиске, найти, запостить, будет там показана картинка самой анимешки, я могу написать отзыв. И когда человек тыкает на этот пост, он может прочитать мой отзыв и может внизу промотать и увидеть там офигенные другие отзывы на эту же анимешку. Это охренительно. Я очень восторгаюсь Вера вот этой вот фишкой, потому что, ну, это действительно как реальная соцсеть. Инстаграм в этом плане, конечно же, сосет Бибу, потому что в нем нет ни хрена нового, он не обновляется особо, то есть никаких интересных новых фич он особо не добавляет. Что он добавил за последнее время? Лайки на истории? Охренеть не встать. Всегда мечтал просыпаться от notifications про то, что у меня лайкнули историю. Кому нахрен надо лайкать историю? Кто так делает? Погода 12 градусов, примерно такое же холодное отношение у меня к Инстаграму. По отношению к Вере у меня намного лучше ситуация, потому что мне как минимум нравится дизайн. Дизайн у Веры просто... вот просто, я даже не знаю, как его описать. Да, может быть, вы уже видели это где-то, может быть, вы видели это в каких-то даже фильмах, я не знаю, там же постоянно рисуют какие-нибудь дизайны для приложений внеземные. Вот. Но я впервые вижу такое вот именно в соцсети. Оно выглядит просто охрененно. Получается, фотка берется, которую вы выставили в пост, она берется, ставится на фон и размывается. И очень сильно размывается. Из-за этого получается просто цветовая палитра, как будто бы. И это просто охрененно выглядит. Ну, вы, в принципе, уже сами увидели примеры, потому что я привожу их на экране. Почему Инстаграм не умрет и Вера особо не будет жить? Вера, по моему мнению, конечно же. Как меня бесят эти люди, которые орут. Я в ахрене. Просто лавочек в других нет. Так вот, Инстаграм будет жить как минимум потому, что это старая соцсеть. Ею много людей пользуются. Многие компании сидят именно там, а не в Вера. В Вера никто практически не будет делать у вас заказы. Никто не будет делать там что-либо в Вера, потому что это относительно новая платформа, и никто о ней просто, ну, не знает. Да? А с Инстаграмом наоборот получается ситуация, потому что, как я уже сказал, там сидит большинство людей и компаний. Поэтому заказы, если вы хотите принимать заказы или как-то работать с фотографией, вам придется все-таки сидеть в Инстаграме и постить туда всякий шлак, в смысле свои работы, и наслаждаться офигенным качеством Инстаграма. Инстаграм, знаете, это вот как какая-то Кока-Кола обычная, а Вера это как Кока-Кола Zero. Zero вроде как без сахара, там для диабетиков подходит, для определенных людей, да. Обычная Кока-Кола, она вроде как старая, она такая старая, добрая Кока-Кола, там с сахаром и все такое. И большинство людей будут брать ее, а не новую, потому что это ну, специализировано для определенных людей. Хотя, казалось бы, блин, ну соцсеть, ну классная соцсеть, у нее дизайн хороший. Нету алгоритмов, которые убьют тебя. Вот насчет алгоритмов. То, что нет алгоритмов, это действительно заметно не только потому, что приходится проматывать, чтобы искать новые фотки и новых людей, но это заметно и в том, как продвигаются твои посты. В Инстаграме твои посты могут заметить даже люди, которые ну, просто листают вот это вот, нажали на увеличительное стекло и просто листают посты, и на тебя могут наткнуться. Тут ну, вряд ли будут искать новых людей, там найдут парочку фотографов, за которыми будут следить, и все. Как же меня раздражают эти люди, я в ахрене. Всех подписчиков я добавляю себе в шапку канала, поэтому подписывайтесь и открывайте подписки. Сумбурненькое видео получилось, но если вам нужна ссылка на мой Вера, то можете зайти, я не знаю, я туда буду постить все то же, что и в Инстаграм, поэтому ничего особо нового вы там и не найдете.